Личные. Ну, мы уже в эфире, я так понимаю, в первом. Сейчас будем ждать, когда будет все остальное. Да, у нас сегодня разговор об отпуске. Разговор такой приятный, серьезный, мечтательный, можно сказать. В период пандемии это мечта, прямо мечта, мечта мечтою. Не только куда хочешь. Вот представляете, это раньше мы могли думать, куда бы мне поехать. Ой, нет, наверное, я никуда не поеду. В общем, могли что-то размышлять. С кем, куда, когда. А сейчас куда пускают, откуда можно выехать и куда можно приехать, и какие анализы сдать. Вообще просто представить себе такое даже год с небольшим назад было вообще нереально. Народ думал, как сберечь денег на диваны и колеса, а теперь уже можно думать о другом. Игорь, скажешь, когда уже мы будем в эфире? Я прошу сначала всех, кто сейчас уже присутствует в соцсетях, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, на сайте, если кто-то нас смотрит, то напишите, пожалуйста, из какого вы города, откуда вы, чтобы можно было хотя бы привет вам передать, сказать: ребята, здрасте. Так, что мы тут видим пока? Пока мы видим Тамбов, Новый Оскол, Липецк, Воронеж. Что еще мы тут Полный видим? эфир. Полный эфир, отлично. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня, как всегда, мы надеемся провести покороче, но уж как получится. Надеемся, что у вас будут какие-то вопросы. Разговор сегодня пойдет об отпуске. Я уже сейчас обсуждала с моими коллегами, что разговор очень приятный, разговор замечательный, мечтательный. И если раньше мы думали, куда бы поехать и с кем, то сейчас мы думаем, куда пускают, откуда можно выехать. Вот так вот дожились. Вообще представить себе такое некоторое время назад было невозможно. Настолько быстро меняется жизнь не только собственная, но еще и в глобальном каком-то таком масштабе. И это, конечно, не знаю как, изумительно, скажем так. Не буду говорить плохих слов, хорошие тут не очень получаются, но во всяком случае пока еще ничего кардинально плохого нет. И мы сегодня поговорим о том, что в связи вот с этой ситуацией, которая у нас сейчас есть в мире вообще, и в частности в России, многие либо просто не хватает реально денег, либо думают, нет, я их прижму, мне бы вот если бы лишние какие-то денежки были бы, что такое лишние денежки, мы понимаем, как только они лишние, нам кажется, что они лишние, мы сразу же их куда-то в дело пускаем. То есть лишних денег не очень бывает. Но тем не менее, для того, чтобы уехать в отпуск, а зачем нужен отпуск? Чтобы отдохнуть, чтобы восстановиться, чтобы набраться новых впечатлений. Это очень и очень важно. И мы знаем, что как только мы отъезжаем ненадолго куда-нибудь, приезжаем мы уже совершенно с другим настроением, с другими впечатлениями, приезжаем уже полные сил. И особенно в это время, да, вижу Шебекино, привет, мои дорогие, Москва, привет. И особенно сейчас, после такого, даже не после такого, во время такого периода, очень непростого, скажем, то нужно отвлечься, нужно набраться сил, и вообще нужно сделать так, чтобы казалось, что все осталось, как и было. Вообще, на самом деле, так и есть, поскольку мы живем, и даже в самые-самые трудные времена жизнь всегда была непростой, а сейчас уже мы все равно живем, и мы должны себя восстанавливать своих близких и подумать о том, что мы обычно делаем летом. А лето — это отпуск. Кто-то едет на Мальдивы, кто это может, кто-то едет в Сочи, а кто-то едет на дачу, и это тоже прекрасный отдых.
Но, тем не менее, чем дальше уедешь, а особенно чем больше сменишь вот эту обстановку, тем хочется к морю, к теплому, всем хочется как-то отдохнуть, ну, чтобы было что вспомнить. И, вечер из Новокуйбышевска. Да, привет, привет. Аня. И вот смотрите, мы на сегодняшний день размышляем. Хорошо, я готов куда-то поехать, а иногда даже не размышляем об этом, потому что денег нет, это жутко дорого, все равно никуда не поедем. И мы закрываем для себя вообще эту тему. На самом деле, как только задумаешь, как нужно исполнить свою цель, все получается. И мы сегодня покажем, как это можно сделать без особых усилий. Итак, демонстрацию включаю. И открывается у нас вот такая картинка с отпуском. Отпуском. Поехали. Отключите, пожалуйста, микрофоны, у кого там детки. У кого там детки. Так, так. Слайд-шоу. Угу. Извините. Пошли. Отпуск. Как заработать на отпуск быстро и достаточно, я бы еще добавила. Итак, когда мы думаем о том, где бы взять денег, первое, что приходит в голову, это а вдруг свалится на голову. Вот бы сейчас мне кто-нибудь прислал, или какое-то наследство упало, и вот они бы были, и вот вперед из песни я бы тогда знала, куда потратить. На самом деле, когда человек начинает думать, куда тратить, он не сильно знает, куда тратить, он начинает метаться. Но, тем не менее, такого, к сожалению, не бывает. Если бывает, то один на несколько миллионов. И когда нам говорят, что нужно сделать, да нужно заработать. Когда мы говорим заработать, нам страшно, значит, заработать без риска, без вложений, когда и где хочу, да, работаю. Вот это очень важно. И когда мы это говорим, обычно слышим: да ладно, мы уже слышали, уже надоело, что вы об этом говорите, и, в общем, не вникаем. А если просто подумать, что нас пугает? Нас пугает, что вдруг я потеряю деньги, но если даже они есть, вдруг у меня не получится, вдруг, и вот этих вдруг очень много. Если внимательно подумать про себя, хорошо. Если нет риска, если мне не нужно вкладывать больших денег, то и работать, и зарабатывать я могу, то что это может быть? Ну, вариантов тоже на самом деле не так много. Ребят, хорошо видно? Мгм. Вариантов на самом деле не так много. И скажите, пожалуйста, где вы сейчас зарабатываете деньги? Вот просто на сегодняшний день напишите, что это. Это служба, когда ты работаешь, и у тебя время четко ограничено и не тобой. Дальше. Частный бизнес, когда ты работаешь вроде бы на себя, но это 24 часа в сутках и 2 руки, и 2 ноги. И ты, конечно, можешь сделать столько, сколько можешь, не больше ни в коем случае. В конце концов, можно задохнуться. Можно вообще ничего не делать, тем более пандемия нам позволяла ждать, надеяться на какое-то чудо невероятное. Ну и ладно, вот когда все это кончится, вот тогда, а вообще-то успешные люди работают именно тогда, когда никто не работает. Мы вам предлагаем зарабатывать как когда, где и сколько ты хочешь. Вот просто сравните эти 4 варианта и напишите, где вы. Служба, частный бизнес, ничего не делаю или, зарабатываю в MLM, например, потому что говорить мы будем, конечно, об MLM. Итак, зарабатывать когда, где и сколько хочешь. Что это такое? Как это вообще возможно? И, каким образом нужно работать? Конкретно, что нужно делать? Итак, мы вам предлагаем разговаривать с людьми и предлагать то, что нужно людям сейчас. А сейчас абсолютно всем нужен натуральный продукт гарантированного качества по нормальным ценам, скажем так. Мы понимаем, что швейцарский продукт, смотрите, сколько у него тут всяких значков, он и не тестируется на животных, и без ГМО, и без парабенов, сделано в Швейцарии, и контроль там очень серьезный.
Мы понимаем, что, но мы понимаем также, что если это продукт, который гарантированного качества, я могу себе это позволить. То есть будут ли брать все? Нет, конечно. Почему они не будут брать? Не потому, что он плохой продукт. Ни один человек не скажет: "Нет, это вот какая-то какая-то дрянь, я не верю, потому что у нас прозрачно и можно все проверить". Не будут брать или не будут, думать о том, чтобы сотрудничать с нашей компанией по одной только причине: у меня нет денег. Мы сейчас покажем, что, в общем-то, это достаточно реально. Итак, какие варианты есть заработка? Продавцы, уважаемые, те, которых мало, и те, которые на вес золота, и те, которые, как обычно я говорю, как Микеланджело, единичные, совершенно талантливые продавцы. Продать продукт для здоровья и красоты. Для вас вообще продавцов хороших это не составит никакой проблемы, это очень быстро и просто. Но я вам скажу больше. Если просто принести своей подружке или там какому-то знакомому продукт, который тебе очень нравится, и когда тебе, он действительно помог, и ты говоришь и показываешь об этом продукте, рассказывая, то не факт, что человек это не купит. То есть продавать, не продавая. И вот здесь мы этому тоже учим. Дальше. Если не хочу продавать категорически, предложить продукт для здоровья дешевле. Что это значит? Это значит оформить дисконтную карту. Если человек понимает, что он будет пользоваться этим продуктом, что этот продукт долгоиграющий, как я говорю часто, то он, слушая, понимая, конечно, хочет купить дешевле и оформляет дисконтную карту. И за это каждому из нас, кто оформляет человека, идет подарок, иначе говоря, он называется мотивация, в виде продукта, но тот, который мы выбираем сами, тот, который нам нужен. Как еще можно заработать? У нас есть такой уникальный прибор биопульсар, на котором тестируется состояние энергетического поля человека. Это очень серьезный прибор, немецкий, компании Auramed. Обучала нас лично Мартина Грубер. Это автор и директор всей этой компании. И автор этого прибора, скажем так, потому что там было целое сообщество под ее руководством, сообщество врачей, физиков и так далее. И если обучиться, а в общем это нетрудно, обучиться и брать в аренду или купить этот прибор, то зарабатывать можно просто на тестировании. Вот представьте себе, каждый человек на сегодняшний день хочет посмотреть, что с ним происходит, что происходит в его организме, что происходит в организме его близких, детей, друзей. И идти сдавать анализы, кроме того, что это сложно, это еще жутко дорого. И для того, чтобы не понимаешь еще, куда нужно пойти. Вот этот прибор окажет слабые точки, на которые нужно обратить внимание, и тогда уже принять решение, идти к какому доктору и какие анализы сдавать. И на этом тестировании также можно заработать. Мы опять говорим о нужности. Посмотрите, продукт для здоровья и красоты сейчас нужен всем. Дешевле нужно всем, значит, дисконтную карту в принципе нужна всем. Я не говорю о том, что все подпишутся или все будут покупать. Я говорю о нужности. А, Посмотреть на свой, организм, на состояние своего, организма тоже сейчас интересно всем. Ну и, предложить на закуску бизнес без вложений и риска, без вложений и риска на основании той же дисконтной карты для того, чтобы был пассивный доход. Но это уже, тема не сегодняшнего разговора. Вот варианты, которые могут, помочь заработать деньги. Какое условие? Одно единственное. Если человек любит людей и любит с ними общаться, то, это наш человек. Это человек, у которого все получится. Потому что это может быть живое общение, это может быть режим онлайн. У кого может не получиться, но кто вообще сейчас видеть никого не хочет, и людей не хочет, разговаривать, и видеть он тоже не желает. Ну, в общем, только у тех и не получится. Когда мы говорим: "Я не умею, а вдруг у меня не получится", всегда есть
поддержка. Это спонсор, который рядом. Если ты говоришь, ты знаешь, вот я хочу заняться бизнесом или просто заработать на отпуск себе денег, помоги мне, пожалуйста. Любой спонсор будет счастлив помочь. Итак, кому это не интересно, потому что говорить мы будем сейчас именно об этом, вот это вступление было для того, то можно дальше не слушать и с тихой грустью отключиться. Просто спасибо, что зашли, действительно спасибо, что зашли. Кто хочет послушать, и у кого есть сомнения, слушать, не слушать, я вам рекомендую все-таки остаться. А вдруг это ваш шанс? Итак, если сейчас говорить о том, что нужно человеку, что нужно в каждой семье, то, что уже за этот год мы на 100% уверены, то, что спасает даже когда человек, не дай Господи, заболел, это, конечно, экстракт грейпфрутовых косточек. Это огромная аптека против огромного количества болезнетворных бактерий и вирусов. Вот если флакон этих косточек стоит в доме, и вдруг неожиданно, да, ну, кроме того, что можно еще и профилактикой заняться, но я сейчас говорю о вдруге. Если вдруг что-то произошло, температура или что-то начало ломать, экстракт грейпфрутовых косточек поможет, иногда может остановить сразу же. Ну, или в худшем случае он не такое тяжелое течение будет этой болезни. Спрей «Мама Миа» — это спрей, который защищает тебя и твоих близких от вирусов и бактерий где-то на улице или в каких-то местах, где скопление людей. Все это спрей и косточки, как мы их называем, они действуют достаточно длительное время. Бальзам альпийских трав — это маленький бальзам, называется он индийский вариант эфирных масел. Там 33 травы. И вот почему индийский вариант, помните, была такая у нас как это назывался, бальзам вьетнамский, да, вот он несколько похож на него, но это альпийские травы, это авторский такой бальзам Александра Ароматики, который делает нам эфирные масла. Он легко в кармане помещается, в сумочке, и пользоваться им можно точно так же, как спреем. Тут уже можно выбирать. Бузина — продукт, который не только воспалительный процесс останавливает, но он еще и обогащает и чистит кровь. Это еще один очень-очень важный продукт. Ну и витамины от А до З. Витамины у нас называются бодрость. На одного человека хватает этих витаминов. Если как профилактикой пользоваться, то где-то на 3-6 месяцев. По одной или по 2 таблетки в день. Там до 85% витаминов и микроэлементов, микро- и макроэлементов, которые требуются человеку на день. Итак, это из 300 я выбрала вот эти 5 наименований. Даже если ты эти 5 знаешь, выучить их и поговорить, и попробовать не так сложно. Если даже эти продукты ты знаешь, ты можешь о них говорить. Если ты можешь о них говорить, когда тебе действительно понравилось и тебе помогло, ты можешь это предлагать человеку с чистой совестью, потому что это гарантия того, что этот продукт ему поможет. Это для нас одно из самых важных условий. Если, например, продавать каждый день 3 продукта: косточки, бальзам и спрей «Мама Миа». Вот просто 3 продукта. С одной продажи можно заработать в день около 1500, 1400 рублей. Если делать это каждый день, мы же хотим заработать деньги, да, на отпуск, например, умножьте это, пожалуйста, на 26 дней месяца. Я даже воскресенье не трогаю, мы должны отдохнуть в воскресенье. Итого можно заработать с этих 3 продуктов продажи ежедневно 36 тысяч. Плюс еще объемная скидочка там будет обязательно, потому что это уже оборот будет приличный, и будет около 40 тысяч рублей за этот месяц. Это продажи. Хорошо, возьмем всего 2 продукта: косточки и бузину. Вот они должны стоять в шкафчике, даже не в холодильнике, в закрытом виде их не нужно в холодильнике хранить. 2 продукта. Можно заработать с этих 2 продуктов 1600.
Если считать за месяц, то это 41 100 плюс еще скидки объемные, так называемые вознаграждения от компании, около 45 тысяч рублей. Вы можете поделить пополам. Работать не каждый день, и не каждый день у вас что-то там купят или купят что-то одно. Пусть это будет и 40, и 30, пусть это будет 20 тысяч, но они у вас будут. Варианты регистрации. Продукция, как только мы начинаем пользоваться, она нам нужна. И если приглашать каждый день всего одного человека и оформить из этих людей только половину, ну то есть оформить 15 дисконтных карт, то получите в месяц продукции на сумму, извините, не в месяц, а за одну регистрацию от 1000 до 2500 рублей за одну дисконтную карту. То есть от 15 до 40 тысяч рублей в месяц на эту сумму можно выбрать себе продукцию. И опять же, либо продать, либо подарить детям. Иначе говоря, эти деньги ты не вытаскиваешь из кошелька, а ты берешь эту продукцию бесплатно за то, что ты пригласил и оформил дисконтную карту своему другу. В общем, вариантов много. Что нужно делать, чтобы оформить дисконтную карту? 5 любых продуктов. И человек или вы получаете 23% скидки уже с 6-го наименования сразу. Это могут быть самые нужные продукты, самые дешевые продукты, чтобы потом подешевле купить. С 6-го наименования то, что вам нужно. Вариантов много, и они разные. Главное, чтобы человек выбрал то, что ему нужно, а вы ему в этом помогли. Если же работать на биопульсаре и приглашать одного человека в день, и делать одно измерение в день, то вы просто за измерение получите еще 22 тысячи. А теперь попробуйте это все сложить. Если вы работаете, приглашаете человека, а вот у нас был приглашенный человек один в день, мы его еще измерение делаем на биопульсаре, мы его отписываем и получаем от, сколько там, от 1600 до 1400 рублей за эту дисконтную карту. И это ежедневно. Если кто не оформил дисконтную карту, как правило, человек хоть одно или два наименования просто покупает. Вот сложите весь этот доход, разделите его на 2 или на 3, и все равно получается достаточно приличная сумма. Почему? Потому что вы работаете, потому что это все вознаграждение ждет вас. Но мы возвращаемся к отпуску. Варианты, которые я проговорила, я сейчас передам слово лидеру компании «Вивасан» Алёхиной Марине, которая очень вкусно и очень ярко рассказывает об отпуске. Тем более объехала она уже не одну страну. Марина, прошу. Мойша, сетевой интим не предлагать. Почему, Изя? Потому что, друг мой, и там нужно работать. С 1 апреля вас, дорогие друзья, здравствуйте. Вот с этой замечательной нотки я начну и продолжу. Сетевой не предлагать, но именно благодаря сетевой компании «Вивасан» я недавно посчитала, 11 морей, в том числе и океанов, омывали мне ноги. В 17 странах мира я побывала, и 28 городов России встречали меня с хлебом и солью. Могла ли я это сделать без сетевого? Ну, может быть. Хотя я очень сильно сомневаюсь. Потому что на самом деле здесь идет не только сетевой, здесь идет общение. Здесь идет, конечно, командная работа. Я не буду повторять все, что сказала Ольга Васильевна, то, что какие виды заработка у нас есть. Давайте мы с вами остановимся на одном, на очень хорошем. Это торговая прибыль. Это когда вы берете по дисконтной карте и продаете по рыночной цене. И вот эту маржу вы кладете сразу в карман. Это живые деньги. И когда говорят, как заработать, только именно так, по-другому никак. Нет, есть еще один вариант, если вы ограбите банк. Но это, ребята, чревато последствиями. Поэтому в нашем бизнесе
Действительно, и там нужно работать. Давайте рассмотрим один вариант. Все, что говорила Ольга Васильевна изначально, те продукты, которые нам нужны. Но я хочу вот сейчас остановиться именно вот на этом одном монопродукте, это экстракт артишока. Ну, во-первых, здесь можно о нем песню петь, потому что артишок – это желудочно-кишечный тракт, 8 проблем. Плюс ко всему, это сейчас весенний, осенний период у нас он всегда идет. Вот весной нужно почиститься, нужно восстановить желудочно-кишечный тракт, очистить. Не зря это бывает именно в пост. И, конечно, артишок, нет противопоказаний. Его можно от нуля, то есть новорожденным деткам и дальше. Сколько стоит артишок сейчас? Благодаря нашему президенту Томасу Гёфриду он сейчас у нас и для клиента, и для нас стал намного дешевле. Соответственно, сейчас по цене рынка 2550, по цене дисконта 1950. И если мы с вами, ребята, будем продавать в день, ну, здесь вот 3 артишока, а я вот вам предлагаю, давайте 4 артишока в день. Вот 4 артишока в день мы продаем. С каждого артишока мы имеем 600 рублей прибыли. 600 рублей умножить на 4, это получается 2400. 2400 умножаем на 5 дней рабочих. Суббота, воскресенье – это вообще наши выходные. От этого никуда. Соответственно, 12 тысяч получается в неделю. У нас в месяце 4 недели. 12 умножаем на 4, получается 48 тысяч. 48 умножаем на 3 месяца, потому как мы планируем все-таки заработать хорошенькую сумму, а это апрель, май, июнь. И уже с июля, с августа мы можем спокойно отъезжать, куда захочется. Соответственно, мы получаем 48 умножить на 3 месяца, 144 тысячи. Хорошо. Или нет? Поставьте плюсики, кто говорит, что да, классно, за 3 месяца 144 тысячи дополнительно можно заработать, если вы еще и где-то работаете. А если нет, то и очень даже и так. Но здесь еще как бы одна засада такая небольшая. Я вот, например, не сказать вспыльчивый, как это по-другому, очень такая быстрая на подъем. Поэтому 3 месяца – это очень долго, ребят, долго. Давайте за месяц. В общем, Кто хочет в конце месяца, в конце апреля поехать на море? Импульсивная девушка, да. Я импульсивная, да. Я хочу. Кто со мной поедет в конце месяца на море? Если даже, ребята, вы не смогли продать 4 артишока в день, ну, что-то пошло не так, хотя бы один. Давайте мы продадим 1 артишок в день. И что мы получаем? Мы получаем 12 тысяч в месяц. Ну, маловато, конечно, понятно. Но не через 3 месяца мы можем поехать с вами. Мы можем поехать в конце месяца. Конечно, было бы хорошо поехать с мая по октябрь, где-то вот так вот на море где-нибудь зависнуть месяца на 4, на 5. Это был бы вообще шикарный вариант. И для всех, я считаю, что самый лучший, наверное, был бы. Ну, а кто нам вообще мешает поехать на 3 дня на море? Чтобы напитаться той энергией, чтобы эта энергия дала нам возможность в дальнейшем сделать еще больше прыжок вверх, как говорится. Я вот здесь посчитала, если у нас 12 тысяч уже в кармане, ну, как будто мы уже продали это все, да? Вы посчитайте, конечно, из своего города, я считала из Воронежа. Хочу в Сочи на 3 дня, вот чтобы вдохнуть аромат моря. Представляете, вот сейчас вы стоите на берегу моря и дышите вот этим ароматом моря, вот почувствуйте, вдохните. Я жду этого момента. Итак, билет. Если мы едем в купе, туда-обратно 4600. Отель вместе с завтраком, ну, плюс-минус я здесь положила 6000 на 3 дня.
и перекусить. Ну, обед, ужин, ну, если никуда не будем бегать из угла в угол, а может быть нам куда-то в город сильно понадобится, то и обед можно пропустить. Ладно, на перекус 3000. Итого получается 13600. Ну, я думаю, 1600 можно доплатить из кармана. А 12 у нас уже заработанный. Есть подешевле, эконом. Это мы едем на плацкарте туда-обратно 3400. Можно не отель взять, а снять какой-нибудь частный сектор или квартиру. Это 3000. Перекусить – это святое. 3000, ни минус, ни плюс. 1000 в день, да. Мало? 1000 в день мало? Ну, ребят, вы едите. Поскромнее будьте. Итого, получается 9400. Кто согласен со мной ехать уже в конце апреля? Поставьте плюсики, кто уже согласен. У меня большой плюс, я готова раньше. Можно уже к вечеру вылетать. Можно уже, кстати, самолеты тоже летают. Самолеты тоже летают, так что можно самолетом очень даже быстрее, и плюс еще можно выгадать где-то полдня точно, ну, день туда-сюда. Это я вот вам предлагаю вот такой расклад. Конечно, кто-то скажет, я вообще не умею продавать, и вообще это не мое ни разу. Ребята, давайте с вами вспомним 90-е. Конечно, не дай бог их вспоминать, но тем не менее. Когда не было кушать людям, у нас, например, вот в центре Воронежа есть такой стадион «Труд», где была барахолка. И там ребята стояли, и профессора, и кандидаты медицинских наук, и учителя, и всевозможные там регалии с погонами и так далее, потому что кушать хотелось. Когда мне говорят, это вообще не мое, и я вообще не продаю, ребята, значит, есть что кушать. Вы уж простите, но когда есть желание, когда есть позитив, вы всегда выйдете из этой ситуации. Когда говорят, что я не могу продавать, да не продавайте. Не продавайте. Не ходите вот так, как коробейники. Здесь сало, здесь мясо. Вы дайте людям информацию. Человек сам придет. Но ее нужно дать так вкусно, чтобы он действительно захотел этот артишок. А на самом деле именно артишок сейчас необходим в весенний период. Почему идут православный пост? Потому что идет очищение не только духовное, но и, соответственно, желудочно-кишечное. Не нами это придумано и не вчера. И артишок нам всем в помощь. А так как он сейчас еще и по дисконтной карте, и еще плюс Томас нам сделал еще меньше цена, то я считаю, что он необходим просто всем. И вот как вы его продадите, как вы его подадите людям, так он у вас и купится. На самом деле замечательные, я считаю, именно монопродукт продавать. Конечно, когда вы уже ас, когда вы много уже находитесь времени в компании, и, соответственно, вы знаете продукт, но для новичка или для человека, который хочет только вступить в компанию, очень трудно продавать оптом, скажем так. Выучите один продукт, всю его подноготную, состав, для чего, почему, кому можно, кому нельзя. Вы не представляете, на самом деле, вы сами удивитесь, и вы сами его захотите, что самое интересное. На этом я, пожалуй, и закончу свое выступление. У нас тут есть Жду всех вас, желающих, в конце апреля до города Сочи. На самом деле все реально. И хочу сказать последнее. Не нужно мечтать о чем-то большом, глобальном. Нет, наоборот, нужно мечтать. Но сделайте себе маленький презентик, маленький подарочек. Сделайте маленький шажок для того, чтобы понять и насладиться тем, что есть сейчас. Чуть-чуть, немножко, на 3 дня.
до Сочи. А там, глядишь, и уже Занзибар вам машет рукою. Вот, я картинку выставила. Да, да. Точно, океан. Благодарю вас за внимание. Да, спасибо, Марина. Сейчас будем с вопросами разбираться. Ну, во-первых, хочу еще поприветствовать. Я вижу Кыргызстан. Привет, дорогие. Москва. Украина. Привет. Белгород. Белгород. Что еще вижу? Так. Еще Украина. Вивасан, Прага. Привет из Клина. Привет, Клин. Так, и тут еще писали, кто где работает. Но тут много, и частный бизнес, и индивидуальный предприниматель, МЛМ, частный бизнес, служба. Спасибо, вот это самые интересные, наверное, люди, которым... Тюмень, привет, Лариса. Так, Чем ты перекусываешься за 1000 в день, Марин? Ребята, на самом деле, ребята, можно. Если даже чуть меньше будет, то тоже неплохо. Угу. Ну, скажите, пожалуйста, вот если есть... Взять палочку шашлыка и много овощей, помидоры, огурцы. И этого будет достаточно. Я предлагаю другой вариант. Марин, я предлагаю другой вариант. У нас есть замечательный суп-бульон. Ну, это для тех, у кого есть. Да, я согласна, да. Чемодан сухариков и этот суп. И будет отлично вообще. Эконом-вариант просто эксклюзив. А еще есть морковка. А еще поплаваешь, и все возвращается просто кровать. Для перекуса. Ребят, какие есть вопросы по поводу заработка? Вообще такая тишина гнетущая, потому что как только начинаешь говорить о том, что нужно работать, сразу как-то народ грустнеть начинает. И думаешь, тем более, как продажи, это же какой-то кошмар. Но мы вам должны открыть самую большую тайну. Все, кто сейчас присутствует вот здесь у нас в Зуме, никто профессиональными продавцами сюда не пришел. Это учителя, инженеры, воспитатели, кто еще у нас тут, научные работники, в общем, кого только нет. Именно поэтому у нас... Тренер по легкой атлетике, бухгалтер, аудитор, 2 образования. Вот. И все сюда же. Все в одном пакете. Да, можно я добавлю? Да, Марина. Дело в том, что как нужно продать, тем более, когда человек никогда не продавал. Ну, а если начнешь предлагать и еще откажут, это вообще фиаско, это все, это тогда табу на все и так далее. Отстранитесь от того, что вы продаете, вы просто рассказываете, это одно. Второе, когда вы подходите к человеку, сейчас скажу, ну, сегодня день смеха, и как бы я думаю, что можно. Я для себя вывела такую формулу. Очень было страшно, конечно, подходить к директорам заводов или там каких-то высокопоставленных чинов и так далее. То есть все такие прям вот, ну как это, я приду, опять какая-то вот там сетевичка. Ну да, у них же печень не болит. Вы не представляете, я визуально вот просто представляла картинку, что они стоят передо мной голые, как в бане. А в бане, как вы знаете, регалий нет, и погон не видно. И вы это тогда предлагаете абсолютно голому, беззащитному человеку. Его иногда даже жалко становится, что он такой бедный, голый стоит передо мной. И тогда уже легче предлагать. И тогда уже вы начинаете действительно себя чувствовать господином в этой ситуации. Вы предлагаете тот товар, за который вы знаете, что вам не будет стыдно. И в каких бы чинах он ни был, в вашем представлении он голый. Ну, не знаю, может быть, кому-то поможет. Импульсивная девушка. У меня был другой вариант, я поскромнее, я просто постарше была. Я представляла, помните сказку про Мука с огромным носом,
Я помню первый раз, когда я пришла к такой даме, которая просто вот, ну да вообще не глядя, она на меня не смотрела, я была просто размазана совершенно. У меня была роскошная шляпа такая, ну действительно красивая очень дама. И я растерялась сначала, потом вспомнила этот метод и представила ее в этой роскошной шляпе, маленькая, с короткими ножками и с огромным вот таким носом. Я, во-первых, расплылась с улыбкой, а она ничего не понимает, что это вдруг. Она же другого ожидала от меня. А я расплылась в улыбке, когда она мне чего-то такое отчитывает, что вообще ей это ничего не нужно, и к ней тут пачками ходят каждый день. Я улыбаюсь и просто вижу ее вот такую вот. Наконец она тоже, тут она растерялась, в чем дело, что у нее не так. Она начала смотреть, чего у нее не так. Ну, короче говоря, вот когда я обрела эту уверенность, вот это спокойствие, Марина точно сказала, это для того, чтобы себя внутренне почувствовать по-другому. Мы с ней договорились, и она купила и много. Я очень хорошо запомнила этот момент. То есть в тот момент, и сразу я подумала, думаю, ну если ты такая, вот маленькая, с короткими ножками, с огромным носом, в этой роскошной шляпе, и тебе ничего не надо, то я удивляюсь. Я говорю, вам действительно ничего не надо? Обращаюсь к той, которую я представила. Она говорит, ну, я не знаю, ну, давайте. И, в общем, она начала со мной разговаривать. Там есть очень много, и мы знаем очень много таких фишек, которые человек обретает эту уверенность. Нужно только просто взять себя за шкирку и сказать, я достоин другой жизни, той, которую я хочу. Я могу это сделать. Тем более, то, что мы сейчас вам рассказываем, это продукт, еще буду повторять бесконечно, который сегодня, он и раньше был нужен всем, только раньше можно было, ну ладно, потом когда-нибудь. Сейчас люди понимают, что этот вирус может накрыть кого угодно. Вот просто кого угодно. И поэтому очень важно быть во всеоружии. И мы вам предлагаем вот это самое оружие, скажем так, которое защитит или поддержит. И всего-навсего мы не говорим сейчас ни о кремах, у нас уникальная роскошная косметика на все возрасты, любая, не рассказываем. У нас замечательные БАДы, их много, и таблетированная продукция, и в капсулах. У нас уникальные эфирные масла, о которых мы очень любим рассказывать и много говорим. У нас много всего, чего есть. Мы вам говорим о тех продуктах, которыми вот просто иди и говори, вот это у тебя должно быть на столе, это должно быть в шкафчике. Всего 5-6 продуктов, даже один, как Марина говорит, артишок, который тоже, представляете, артишок, который чистит кровь через печень, через желудочно-кишечный тракт, который делает организм более защищенным. Иммунитет повышает, причем естественным образом, а не насильственным, который сейчас нельзя повышать вот таким вот образом. Это продукт, который просто спокойно предлагать. Мы сегодня разговаривали и с Мариной, да, Марина, ты, по-моему, сказала, да, ну вот да, я тоже часто, я сажусь в поезд, предположим, или с кем-то рядом, и иногда думаю, не хочу ничего говорить, не хочу разговаривать, не хочу рассказывать. И вы знаете, я сейчас поняла, что я не имею права сейчас не говорить человеку, с которым меня Господь Бог столкнул. Вот особенно, ну буквально там позавчера, таксист, я ему говорю, так, вот здесь направо. Он говорит, ой, спасибо, а то я чуть не уснул. Я говорю, вы меня порадовали. Я уже бывала в таких ситуациях, когда уснул практически человек. Я говорю, что такое? Молодой человек, ну, лет, может быть, около 35, вот так. Он говорит, ну, что-то слабость, я все время хочу спать, и я все время какой-то вялый, и я все время чего-то такое. Ну, можно было промолчать, потому что понимаешь, что он там ответит. Я говорю, значит так, у меня есть и много чего есть, и уже в городе давно эта продукция швейцарская, которая может помочь, которая реально помогает и может помочь кому угодно. Если хотите, вы можете прийти, я вам все это расскажу. Ну да, может быть, я говорю, цены реальные.
значительно дешевле, чем вы тратите на автомобиль и на машину. Ну да, в общем, ну да, наверное. Я держу визитку и говорю, если я вам дам свою визитку, вы ее не выкинете. Потому что если вы сразу выкинете, то я вам не буду давать, кому-нибудь пригодится еще. И моментально он поворачивает, нет, нет, что, я говорю, или не давать. Нет, нет, что, дайте на всякий случай. Я не знаю дальше. Я не знаю, но там все в визитке все написано. Я не знаю, позвонит он, придет он. Я просто сделала то, что обязана была сделать. Более того, человек даже пожаловался, что он плохо себя чувствует. Я не имею права молчать и не говорить о том, что у меня есть выход на ту продукцию, которая поможет этому человеку. Вот это сейчас самое-самое важное. Да, правильно, Юлечка, ты говоришь, это лимон, это для сосудов, сейчас для укрепления сосудов лимон, Витал Плюс и много чего другое. Когда мы говорим, хорошо, я начну, я понимаю более-менее, что делать, но еще раз повторю, у вас всегда будет спонсор, это раз, который и расскажет, и направит, и будет делать это с удовольствием, еще будет просить, чтобы он остановился и не рассказывал много. Но у нас еще есть обучающие платформы, те, которые позволяют работать в онлайн-режиме. У нас есть огромное количество видео, прямых эфиров и возможности бесплатные обучающие платформы. Просто загляните в интернет, да, что там у нас бесплатно. Бесплатно есть рекламный тренинг, который зовет на платные курсы, на платные платформы. Все. Причем цены начинаются от 10-15 тысяч и далее. Поэтому что именно, где и каким образом и когда начинать надо вчера. Но сегодня это точно. Если вы сейчас нас смотрите, ну, сейчас Юль скажет это все, на сайте еще не подписаны на наши новости, или вы хотите получить какие-то ответы на ваши вопросы, тогда заполните анкету, напишите. Если уже анкета есть, просто напишите. Обратитесь к своим профессиональным людям. Компании 25 лет будет в этом году. 25 лет. 25 лет. Можете себе представить, коллеги, которые работают, да, вместе со мной, те, которые присутствуют здесь, или которые вас пригласили в соцсетях, работают почти столько же. Кто-то 15, кто-то 20 лет, кто-то еще больше. Но это люди суперпрофессиональные, потому что обучение мы постоянно проходим, и обучает нас владельцы заводов, мы были на этих заводах, и лично президент компании. Юлечка, передаю тебе слово. Вам желаю всем хорошего отпуска. И приходите, и начните. А там появится кураж. Вообще, как дорога в 1000 миль начинается с первого шага. Там появится кураж, еще за уши будем оттягивать от этого дела, от этого бизнеса. Лиха беда начала. Юль? Можно я добавлю по продажам? Вот Да. когда говорят, нужно продавать, я не совсем это понимаю, потому что есть продажи, когда продают, и есть то, что мы покупаем из повседневного обихода. Мы все купаемся, мы чем-то моемся или так, просто водой. Мы же что-то на мочалочку добавляем. Когда мы моем свои прекрасные волосы, мы их чем моем? Мы чистим зубы. Чем мы их чистим? Мы, простите, используем интим-гель. Для женщин это необходимость, потому что это необходимая pH-среда должна быть. Мы моем, но так как мы женщины, нам приходится мыть кухню, мыть ванну. Для этого нужны средства. У нас это все есть. Юля, хватит об этом, Юля, хватит. Юля, хватит, не давай. Я о том, что есть продажи, а есть то, чем мы пользуемся ежедневно, и мы на этом можем экономить, можем зарабатывать. И можем рекомендовать, потому что женщины об этом молчать не могут никогда, когда мы получаем классные результаты. У нас вопрос. Да. У нас в онлайне вопрос. Я его сейчас прочту. Вопрос такой. Можно заработать онлайн без продаж? Быстро.
Кто ответит? Ну, во-первых, что вы имеете в виду под словом «продажи»? Да. Под словом «продажи». Потому что когда мы говорим о том, что мы продаем, что такое продажи? Мы отдаем один продукт, мы говорим: на, вот продукт, и он тебе нужен, тебе отдают деньги. Ну, вот это чистая продажа. Но продажа, по сути, абсолютно вся. Это и предложение дисконтной карты, и предложение бизнеса, и вообще пойдем сходим в кино. Я слышала, фильм очень хороший, я тоже продаю как бы эту рекламу. И в режиме онлайн без реальных как бы продаж можно. Если нужно, то вот здесь как раз и понадобится наше обучение. Есть определенная схема, сколько и как нужно предлагать это людям. Все равно без предложения ничего не получится. Откуда возьмутся деньги? Есть понимание продать продукт, а есть понимание дать информацию. Продать бизнес, продать дело. Дать или информацию. Продать дисконтную карту. Ну, понимаете, когда мы говорим продать информацию, мы все-таки лукавим. Мы продаем что-то конкретное. Мы либо да, конечно, продавая продукт, мы продаем здоровье, понятное дело. Но по сути мы продаем продукт. Но на самом деле Жанетта права. Здесь очень важная тонкая грань. Не втюхивать, не впаривать. Мы рассказываем о том, что есть. А дальше, извините, пусть решает тот человек, который нас слушает. Надо ему это или не нужно. В этом как раз важность. По сути, мы ищем тех людей, которые либо нуждаются в этой продукции вот прямо вот так вот, сейчас, сию секунду, либо давным-давно хотели заняться вот этим делом. И когда мы приглашаем в интернете людей, когда мы просто рассказываем об этом, да, мы приглашаем, вот тебе, по сути, мы спрашиваем: у меня есть дело, тебе это интересно? И человек отвечает либо да, либо нет. И когда ответил, пусть будет нет, и когда он ответил да, вот в этом случае мы говорим: приходи, я тебе помогу, я тебе покажу. Вот по сути работа заключается в этом. Мы ищем тех людей, которые хотят заниматься этим бизнесом или просто купить этот продукт. Но нам не нужно каждого убедить, утолочь, вообще удавить его, чтобы он обязательно пришел к вам. Вот этого совсем не надо. И как только вы слышите, что говорю: ой, нет, не хочу, я говорю в этом случае: слушай, до свидания, спасибо, что повстречался со мной, рада была с тобой поговорить. И все. И на этом я закрываю рот совсем. 99% из 100 обычно вопрос: а что приходило-то? Я говорю: забудь, ерунда, это не для тебя, это Швейцария. Ну, стерва я или где? Юлечка, покажи нам наши возможности, где человек может обучиться. Во-первых, новости, о которых мы говорим, это вот это и есть окошко, которое у вас выскакивает на нашем сайте вебинарном, где вы нас смотрите. Я надеюсь, вы смотрите нас на этом сайте. Оставляйте свои данные, подписывайтесь на те соцсети, где вам удобно. Да, Андрей, это нет, я ногами пойду. Извините, у кого микрофон? Угу. Так, если вы нас смотрите на сайте Vivasan онлайн, на нашем вебинарном, здесь внизу есть форма для того, чтобы оставить свои данные. Для чего вы оставляете свои данные? Если у вас нет дисконтной карты, если вы еще ни разу не заполняли здесь форму, вы можете оставить форму, чтобы с вами связались и рассказали вам подробнее, как получить дисконт, и помогли оформить дисконтную карту. Это конкретно то, что вам будет необходимо сделать. Это написать фамилию, имя, отчество, номер телефона Россия +7 и далее свой номер 900 и так далее. Если вы из другой страны, вы набираете свой код плюс и так далее. И электронную почту. Ставите галочку и нажимаете «Отправить». С вами в течение 1-2 дней свяжутся и все вам расскажут подробнее. Так, платформа, о которой говорила Ольга Васильевна, которая у нас есть для обучения. Здесь огромное количество бесплатной информации, уроков для обучения.
Здесь вы просто войдете и будете изучать. Вот поэтапно. Каждый урок будет открываться, и вы будете его делать. Поэтому здесь довольно-таки много информации, все я вам сейчас не покажу. Также у нас есть сайт ЗКБВ. ЗКБВ, английские буквы, здоровье, красота, благополучие. .ру. Здесь вы сможете просмотреть все, что у нас есть, и в конце тоже оформить заявку. И наш основной интернет-магазин Vivasan не переключается. Вот, Vivasan One. Здесь вы сможете посмотреть продукцию, стоимость и то, что есть в наличии. Потому что вариантов продукции у нас более 300, где находится и так далее. Поэтому заходите, оформляйте сейчас прямо свои анкеты, оставляйте. И будем рады видеть вас снова на наших эфирах. Понедельник, четверг в 19:00 по московскому времени. Ну, еще я хочу с вами, конечно, во-первых, поздравить с Днем смеха. 1 апреля у нас или где? 1 апреля. Я вам сейчас рекомендую, если пойдете в интернет, то набирайте анекдоты и почитайте их, смотрите анекдоты для того, чтобы чаще улыбаться. Недавно я слышала, что отмечайте, когда вы радостны. Если у вас радость хотя бы 3 раза в день, вы стали лучше, чем были вчера. И вот копите эту радость. А для того, чтобы появлялась эта радость, нужно, чтобы были хотя бы маленькие, но победы. Победа над собой. И вот главная победа над собой на сегодня. Вам не надо, с вас никто не берет денег. Вас не просят там отдавать огромные деньги, чтобы куда-то там прийти, не знаю куда. Вам предлагают прийти на обучение, а оно бесплатно. Где тут риск и где тут вложение? Если вы хотите ознакомиться с продуктом и понять, как зарабатывать, вас тоже не берут деньги. Вы слушаете, вы смотрите, вы выбираете, захотели что-то приобрели, захотели, оформили дисконтную карту или, не оформляя дисконтную карту, привели своих друзей и оформили ее на 3. Там есть много таких интересных моментов. Но сделайте это сегодня, начните. И даже решение и первый шаг, регистрируйтесь на платформе или на сайте, он уже сделает вас чуть-чуть радостнее и чуть-чуть счастливее. И на самом деле жизнь как раз и состоит из этих радостных моментов. Молодежь, я вам завидую. У вас впереди огромное будущее. Только нужно встать с дивана и сделать какой-то первый шаг. Вопросов, если нет... Можно сказать, Ольга Васильевна, в завершение? Да. Я хочу сказать, что есть в нашей жизни несколько моментов, которые невозможно вернуть или вернуть очень сложно. Здоровье, конечно, относится к той позиции, которая, ну, в какой-то момент можно вовремя заняться здоровьем, восстановить его. В каких-то моментах это будет упущено, но есть один ресурс, который не возвращается. Это наше время. И поэтому я всем вам желаю использовать время по максимуму для того, чтобы получать какие-то новые навыки, знания, знакомства и приносить пользу людям и зарабатывать на этом деньги. А почему бы и нет? Ну что, проситься мы хотим с вами вот такой замечательной картинкой. И она абсолютно реальна, если встать с дивана. И она абсолютно, ну, как бы это сказать, это не мечта и не пустые какие-то вот слова. Это реально, это то, что мы все прошли. Спасибо всем, удачи, хорошего настроения, больше улыбок и вперед из песни. Приходите, мы ждем вас. До свидания.